Опа, опа, опа. Ха-ха-ха. Друзья, всем привет. Посмотрите на эти 5 роскошных красавиц с тянущимися цветоносами. Ровно неделю назад мы эти 5 орхидей пересадили у нас на канале. Видео было долго, почти 1,5 часа шло. И что объединяет эти 5 орхидей, то что все эти 5 орхидей были, точнее, ну да, были изначально подростками, в маленьком размере я их покупал, какие-то раньше, какие-то позже, и мы пересадили все их в один день из транспортировочных горшочков, из мха, сфагнума азиатского, в одну и ту же посадку, вот в такую полузакрытую систему, в стандартные маленькие, ну средние 950 миллилитров горшки, в которых обычно в магазинах цветущие орхидеи продаются. И один и тот же грунт, состоящий из двух компонентов. Это 40% кокосовых чипсов и 60% обычной, самой простой магазинной коры средней фракции. Каждую орхидею снабдили фитилем из мха сфагнума, такой естественный фитиль, и поставили вот в такие блюдечки. Значит, что в прошлом видео, когда пересаживали, я обещал то, что по прошествии нескольких дней я обязательно покажу вам, как я буду поливать, потому что замысел этой посадки как раз-таки в эти компоненты и был в том, чтобы как можно меньше тратить времени на полив орхидей вот в подобные посадки. И сегодня я хочу показать, как я буду поливать эти орхидеи, как можно поливать эти орхидеи, как они облегчают жизнь орхоману. Ну и заодно посмотрим на как выглядит и как чувствует себя орхидеи, тоже немаловажный вопрос. Постпересадочный период у орхидеи с цветоносом, с растущим цветоносом, потому что бытует мнение, что все орхидеи, у которых есть тянутся цветоносы, они очень капризные к разного рода изменениям условий. Неправильно полил, они цветонос остановили в росте. Не туда поставил, они цветонос остановили. Не так температура поднялась или опустилась, они цветонос остановили. И уж тем более бытует мнение, что не вздумайте с растущим цветоносом или цветущую орхидею пересаживать. Она обязательно либо сбросит цветы, либо они завянут, либо цветонос остановится растущий в росте. И вот мы на примере вот этих 5 орхидей, я специально отобрал подростки, которые вытянули свои цветоносы, и мы ровно 7 дней назад их вместе с вами пересадили. И вот сейчас я переключу камеру, мы сделаем обзорчик, и в процессе обзорчика мы их польем вместе с вами. И я отвечу на такие вопросы. Какой водой лучше всего поливать, когда, как, когда подкармливать. И тоже немаловажный вопрос. Можно ли поливать одной и той же водой, неважно, чистой, либо с какими-то компонентными микроэлементами, удобрениями, одной и той же водой, все орхидеи, либо еще какие-то там орхидеи. Так, ну вот они, наши 5 красоток. Сейчас я их отсюда уберу. Да хотя зачем их убирать? Вот так вот я их поставлю и будем по одной смотреть. Так, ну вот. Посмотрим на цветоносы. Вроде бы цветоносы, я так посмотрел все, вроде бы они ни цвет, ни размер не изменили. Ну, почему размер? Потому что, ну, когда останавливает орхидея в росте свои цветоносы, они начинают усыхать. А вот на некоторых орхидеях кончики корней начали закукливаться. То есть орхидея все-таки почувствовала корнями
какие-то изменения внешней среды. Так, это у нас первая орхидеечка персиковая с крапушками, биглипчик такой. Очень-очень, друзья, красивый. Так, вот, больше всего, конечно, волновали орхидеи, у которых уже начали формироваться бутоны, видите, и первый показатель стресса, полученного у орхидеи от внешней среды, это когда бутоны начинают желтеть и отсыхать. Но могу вам сказать, друзья, что орхидеи, они имеют, какой-то определенный диапазон, верхний и нижний, по условиям, да, там, по температурным условиям, по условиям влажности, по условиям освещенности. И вот если какие-то колебания выше, ниже, больше, меньше, вот в этих вот рамках верхней и нижней полосы, то с орхидеями ничего не происходит. Они же как люди, у них тоже есть свой иммунитет. Но если какие-то условия резко вдруг вниз проваливаются или вверх, там, допустим, температура слишком высокая поднялась, там свыше определенных рамок, да, либо ниже опустилась, либо влажность то же самое, долго, допустим, подсушивалась орхидея, а потом резко раз и залили ее водой, то такие изменения внешней среды, они и как раз таки влияют на поведение орхидеи, на стресс ее, начинают останавливать в росте и корни, и цветоносы, и могут отсушивать бутоны и скидывать в том числе цветочки. Но мы с вами вроде бы пересаживали все аккуратненько. Ссылку, кстати, на пересадку полуторачасовую, подробную, я оставлю в верхнем правом углу. Обязательно заходите, смотрите, как мы миксовали компоненты, грунт, как укладывали, я рассказывал о маховом фитиле. Отдельно еще видео у нас будет на канале, как я обещал, по поводу нюансов о фитильном маховом поливе. Так, ну и вот пятое. Вроде бы все у нас тут, вот я смотрю, вроде бы цветоносы все на месте. А вот корешки, вот этот вот, ну, явно закуклился, потому что при пересадке у него кончик зеленый был длиннее. Здесь сейчас он поменьше. Ну ладно, друзья. Понаблюдаем, польем и посмотрим, как будут себя в дальнейшем чувствовать орхидеи. Так, ну что, убираю я поднос, он сейчас мне не нужен. Убираю в сторонку несколько орхидей и начнем с того, с полива. Итак, по поливу. Поливать я буду сейчас разными способами, и по каждому способу буду давать свои пояснения. Ну, когда пересаживали, я уже говорил, что вот подобная пересадка, так, подальше, а то бутон зацеплю. Значит, вот подобная пересадка вот в такой грунт, состоящий из кокосовых чипсов, из коры, дает возможность поливать всеми вариантами полива. Значит, ну, во-первых, первый вариант для тех, кто, знаете, любит какую-то такую медленную изысканность, когда люди поливают орхидеи методом пролива. Ну, кстати, это некоторые орхидеи бывают такие капризные, которые вот прям чуть-чуть нужно влажности. Вот, и поэтому способ полива такой имеет место по стеночкам горшка. И вот такой метод полива, видите, по стеночкам горшка вот так вот мы, если проливаем, то вода, просачиваясь сквозь грунт, она какая-то часть задерживается в кокосовых чипсах. Плюс ко всему у нас есть здесь маховой фитиль. Посмотрите, он раз моментально впитывает воду. Посмотрите, вот я лью, и он прям в момент. Оп, смотрите, вода даже не выливается, он моментально насыщается водой. То есть
Вот такой вот удобный полив методом пролива. Это вот первый вариант. Значит, первый вариант это если вот, допустим, без махового фитиля мы по кругу проливаем. Но маховой фитиль дает нам возможность вот просто его поддерживать постоянно во влажном состоянии. И орхидея сама решает, куда и лучше ей расти корни: во влажную среду, либо туда, где по суше. Кстати, есть такие капризули, которые любят по суше, а есть такие капризули, которые любят повлажнее. Так, это первый момент. Второй момент. Поливаем замачиванием. Это когда наливаем на 1/3, на 2/3, на 3/4 горшок, точнее не горшок, высоты горшка воды в емкость. И потом орхидею вот так вот погружаем ее и ставим. Все, в емкость поставили. И вот так орхидея может стоять 30 минут, 10 минут, час. В свою бытность лет 10, наверное, назад, не последний раз, а вообще я практиковал метод полива замачиванием на ночь. То есть в ночь выставлял все свои орхидеи в кучу емкостей, в тазики, вот так вот наливал на дно воды, и все, орхидеи вот так вот стояли. И утром я орхидеи доставал, стряхивал воду, немножко сливалось, и ставил обратно в поддончики, либо в кашпо, и ставил их на свое место, где они стояли до этого. Это вот второй способ полива. Третий способ полива — это когда у нас в емкости в какой-то залито достаточное количество воды, которое позволяет орхидею опустить как можно глубже до основания. То есть вот на примере вот таком берем орхидею, так, чтобы вам было видно, как смачивается грунт. И вот так вот мы ее опускаем. Так, что-то мы перелили воды. Вот, смотрите, буквально сколько там: 3, 4, 5, 6, 7, 8 там, все, вот 8, друзья, там 5-10 секунд прошло, и горшок очень тяжелый. Вот сейчас горшок тяжелее всех вот этих вот предыдущих двух. Вот этой вот орхидеи, которую мы проливали, вот эту вот орхидеи, которые мы низ только замачивали. Вот это моментально и мох взял, и кокосовые чипсы взяли. То есть вот такой вот полив. Наверное, временем держания вот этого горшка в воде, допустим, 1-2 секунды, 5-10 секунд, будет являться результат объема набранного воды внутри горшка. То есть там 1 секунда, 2, то есть сколько успеет схватить, чуть-чуть набрала воды. 5-10 секунд горшок полностью впитает как губка. Все. Вот. 5-10 секунд горшок полит. Берем следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Достали. Все тяжело. 5 секунд, друзья. Вот про этот способ полива я и говорил. Теперь, естественно, возникает вопрос. Как вы видите, что я сейчас кунаю орхидеи в одну и ту же воду. Какие-то частицы, видите, сливаются с предыдущих горшков. Вода окрашивается в некий такой желтоватый цвет. Это вымывается кокос с кокосового волокна. Такой легкий такой окрас небольшой. И, естественно, возникает вопрос: а не опасно ли, а можно ли поливать таким образом свои орхидеи? Значит, теперь поясняю. Вот все 5 эти орхидей росли последний год-полтора
на моих глазах с моим участием. То есть я про них знаю все. Они, все 5 орхидей, проходили все одинаковые процедуры, и профилактические, и лечебные, вплоть до последней пересадки неделю назад. Мы с вами их потрошили, доставали и пересаживали. То есть все на наших глазах. Все я видел, все я знаю. То есть ничего подозрительного, из ряда вон выходящего, индивидуального ни у одной из этих орхидей не было. И я, видя все это, понимаю, что одной водой я могу все эти 5 орхидей полить. Ну, неважно, там чистой водой, либо с примесями там микроэлементов, каких-то удобрений. Вот. То есть вижу, что никакой заразы от одной к другой у нас не передастся, потому что, ну, никакой заразы в этих горшках мы с вами не видели, не наблюдали. Вот. А чего нельзя сказать о орхидеях, которые мы покупаем в магазине, которые покупаем в интернете, которые вот только-только пришли к нам по почте, вот, и мы не знаем их, ну, что у них там в горшках, какие у них скрытые есть болячки, либо проблемы, и может сложиться так, что какую-то орхидею новенькую, да, мы взяли, не потрошили, не знаем, что там в горшке. Взяли ее вот так, замочили, и после нее замочили другие свои орхидеи. И можем заразить орхидею, начиная от банальных зверушек, подур, многохвосток, ну, я имею в виду насекомых, которые живут в горшках, заселить их в свои горшки, либо каких-то насекомых вредителей сокососущих, которые откладывают, бывает, внутри, прячутся внутри взрослые особи, как, например, мучнистый червец. Он может скрываться, взрослые особи, под поверхностью на пару сантиметров находиться в грунте. Вот, что он там делает, непонятно, но факт есть факт. Вот, и перенести их в свои горшки. И до более серьезного это какие-то грибково-бактериальные заболевания и, не дай бог, вирусы. Да, друзья, вирусы — это самое опасное у орхидеи, что можно от нездоровой орхидеи заразить всю свою коллекцию, которая может погибнуть буквально там, не успеете моргнуть глазом. Поэтому поливать, друзья, одной водой можно, если вы на 100% уверены во всех тех орхидеях, которые, поливая, после которых вы поливаете следующие орхидеи. Все орхидеи новенькие, недавно приобретенные, появившиеся в вашей коллекции, поливать одной водой. Ну, не то, что я, но вообще как бы не принято у тех, кто увлекается орхидеями. Ни в коем случае нельзя. Для каждой орхидеи своя водичка. Да, поэтому, чтобы этот вопрос, помните, как-то я рассказывал, что иногда у меня полив занимает огромное количество времени, по той причине, что приходится каждую заливать отдельности, каждую поливать и каждую сливать. Вот. Так что с поливом нужно быть очень-очень аккуратно в плане именно вот новых орхидей. Ну, а те орхидеи, которые вы знаете, видели, все про них вам известно, то, конечно, можно. Но, опять же, на свой страх и риск. Вот. Я в этих вот 5 орхидеях уверен, потому что вот буквально неделю назад мы с вами их пересаживали, мы вместе с вами видели, что там у них в горшочках. Поэтому сегодня вот я вот так вот, не боясь, спокойненько их оприходовал, полил буквально вот за 5 штук. Мы полили с вами, ну, каждый вот пускай даже по 10 секунд за минуту-две. Вот такой способ посадки, такой тяжеленький, прям вобрали воду моментально. Но здесь еще и сказывается то, что у нас маховой фитиль есть. Вот, поэтому
Он тоже свою роль играет. Да, еще следующий способ полива. Чуть не забыл. Вот хорошо, что продолжил рассказывать. Значит, это методом, друзья, подлива. Когда, ну, это я, наверное, уже в следующий раз подробно покажу на примере этих же орхидей. Когда время подойдет, когда они уже подсохнут и нужно будет поливать, и я покажу, как при помощи леечки либо носика от опрыскивателя можно поливать, не доставая, не трогая эти горшки, то есть такой, знаете, быстрый полив. Вот, совсем для ленивых экспресс-полив это когда у нас нету времени, то есть это первый момент, это когда можно доверить кому-то полить свои орхидеи вот именно так, зная, что этим способом он не перельет. То есть вот есть блюдечко, да, вот таким размером оно, блюдечко, и поливая в это блюдечко, даже при всем своем желании он орхидею не зальет, потому что вся лишняя вода, она вытечет наружу. Вот, то есть вот такой способ полива можно доверить кому-то из своих домочадцев. Вот. Но это будет в следующем видео. Да, сейчас мы уже с вами полили. А следующим экспресс-полив с этими орхидеями, это у нас уже будет, наверное, недели через 2. Я полью, как удобно, вот именно при маховом фитиле и вот таком грунте, в который посадили, поливать экспресс-поливом, либо опрыскиванием через верх. Ну, кстати, как один из дополнительных проливов, он тоже необходим, когда мы орхидеи содержим на мокрых пяточках периодически. И основной полив это методом подлива в блюдечке. Все, друзья, наши орхидеи живы-здоровы после пересадки. Все с ними в порядке. И всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.